Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, который называется «Секреты вашего здоровья». Вебинар-стрим от Андрея Дуйко, 10.10.2023 года. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот с чего начнем. Когда-то я провел лекцию, и в этой лекции сказал о том, что существует повышенная кислотность, пониженная кислотность желудка и так далее. У многих людей возник вопрос: Андрей Андреевич, что это повышенная кислотность, что такое пониженная кислотность, каким образом можно ее определить, можно ли это сделать в домашних условиях. Очень часто люди страдают пониженной кислотностью, не могут определить, что это такое. Как определить, у вас повышенная кислотность или пониженная? Сделать это несложно. Утром, когда вы проснетесь, натощак выпейте 1 стакан воды с добавлением 1 чайной ложки соды. Это совершенно безопасно. Если у вас появится отрыжка, значит у вас кислотность повышенная. В случае, если у вас отрыжка не появится, это говорит о том, что ваша кислотность желудка пониженная. Когда у человека понижена кислотность желудка или понижена кислотность ЖКТ, то у человека появляется определенный такой сероводородный запах изо рта с элементами гниения, с таким ярким запахом распада тканей. Чем это чревато? Это чревато появлением язвенного заболевания желудка, а также в дальнейшем это может привести к заболеваниям крови, даже и случаям заражения крови, сепсиса и так далее. Поэтому обращайте на это внимание, это очень важно. Плохой запах изо рта — это не только галитоз, это может быть эзофагиальный рефлюкс, это может быть эзофагиальный рефлюкс с пониженной кислотностью. Как определить, пониженная кислотность или повышенная? В случае, если у человека повышенная кислотность, то запах имеет яркий, отчетливый привкус, наверное, кислого, горького. В случае, если пониженная кислотность, то тухлого, сероводородного, гнойного. Таким образом можно определять, какая кислотность и каким образом с этим справляться. Какие я рекомендую использовать системы, которые повышают кислотность, и какие, которые понижают кислотность. Итак, снизить кислотность вам помогут вода гидрокарбонатная, такая как Ессентуки, допустим, Боржоми. А повысить кислотность поможет вам вода с хлоридом натрия. То есть это вода, допустим, какая там есть вода, Трусковецкая, Куяльник, вот на первое место можно поставить, сульфат натрия, хлорида. Таким образом, хлорида натрия. Таким образом вы можете скорректировать, принимая по 30-100 грамм воды, наверное, даже не так, по 300 грамм воды за 15 минут до приема пищи при пониженной кислотности воды Куяльник 2-3 раза в день. При пониженной кислотности рекомендую принимать следующие продукты питания. Это фасоль, это творог, кисломолочные продукты. На первое место я могу поставить, скорее всего, принятие это препарата бетаина, гидрохлорид. По 1 таблетке 2 или даже 3 раза в день. Конечно, назначать, вернее, антацидные препараты или еще что-либо я вот так не смогу. И не могу посоветовать, нужно ли принимать какие-либо препараты. Очень часто, кстати, врачи назначают неправильные препараты, по моему мнению, я так считаю. Но, тем не менее, из-за того, что мы более такие популярные лекции читаем, я читаю популярные лекции, то не особо имею право назначать какие-либо препараты, пусть этим занимается ваш лечащий врач. Тем не менее, помочь человеку с пониженной кислотностью возможно. Поможет квашеная капуста, помогут фрукты и овощи. Как ни странно, очень многие люди говорят, при пониженной кислотности, врачи говорят, при пониженной кислотности нельзя цитрусовые. Это не так. При пониженной кислотности показан прием цитрусовых, показан прием овощных супов, показан прием, кроме лимонного сока, растворенного в воде, потому что он снижает кислотность. Снижает кислотность куркума, любые специи, кроме перца.
повышает кислотность. Помидоры, помидорный сок, томатная паста снижает кислотность. Куркума, куркумин, любые специи, абсолютно любые. Кориандр, дальше кардамон, гвоздика, это все снижает кислотность. Поэтому перед тем, как начать, наверное, свое лечение, определите, какая у вас все-таки кислотность, повышенная или пониженная. При пониженной кислотности противопоказано принимать в большом количестве кофе, потому что кофе снижает кислотность. Но очень показано принимать апельсиновый сок, лимонный сок в чистом виде, грейпфрут принимать и так далее. Также при пониженной кислотности уменьшает кислотность в случае, если человек увеличивает питье воды. И при повышенной кислотности увеличение питья воды снижает кислотность. Поэтому вот таким образом. Надеюсь, было полезно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, правда ли, что нельзя читать лежа? Большое спасибо. Нет, я считаю, что это чуть-чуть надуманная информация. Большинство просто лежа, скорее всего, неудобно. Могут уставать глаза. Вообще и лежа, и сидя, и как угодно можно читать. Я думаю, что в большинстве своем проблема преувеличена. Оксана, Москва. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович. Як можна позбутися синьогнійної палички в мами після перебування в лікарні? Тече синій гній під питанням остеомиелит. Смотрите, в случае, если было оперативне втручання, то потрібна допомога лікаря. Чому я це кажу? Бо якщо у вас є, що там може бути, трофічна язва, чи у вас може там десь якесь ураження, і там десь є плавлення шкіри, то вам потрібно, щоб це бачив лікар. Так як, перейду на русский язык. Из-за того, что очень часто это может быть следствием полинейропатии на фоне сахарного диабета первого или второго типа. Может плавиться трофическая язва на фоне там, чего угодно, артериосклероза, атеросклероза, нейтропатии. Это может быть следствием, и там разные виды лечения, тромбоза, тромбофлебита, и там могут быть разные виды лечения. И этот вид лечения, он формируется из анамнеза, то есть на фоне анамнеза, то есть перенесенные заболевания, чем болеют, анамнез, диагноз. То есть в случае, если длительное время человек страдает, допустим, сахарным диабетом второго типа, у него развился полинейропатия, и на этом фоне появились трофические язвы, происходит тромбоз сосудов, плавление, это все выделяется, или даже на фоне полиэмилита трофическая язва, нейтропатии какой-нибудь. И это все фактически лечится по-разному. Если диабет, то тогда дополнительное использование инсулина в виде примочек, использование антикоагулянтов. Я бы хотел вам дать совет, но я не могу, я не знаю вашего анамнеза и диагноза. Что нужно делать? Однозначно к лечащему врачу, чем можно остановить гной? Вытереть салфеткой и обработать бетадином, хлоргексидином. Вот такими препаратами они подсушивают и совершенно безопасно. В случае, если вам необходимы какие-то народные способы, знаете, не хотелось бы, чтобы в рану вы что-либо вносили, поливали и так далее. Это же все чревато. Валентина Коленська, вітаю, Андрій Андрійович, всім учасникам стриму, бажаю успішної бесіди. Дякую. Валентина Коленська, уважаемый доктор Дуйко, ответьте, пожалуйста, можно ли избавиться от герпетической невралгии правого лицевого нерва и восстановить вестибулярную функцию без антибиотиков? Мне 72. В случае, если такой диагноз вам поставили, то, скорее всего, антибиотики вам не назначат. Вам назначат иммуностимулирующие препараты, назначат, скорее всего, неврологические препараты и, скорее всего, препараты, которые будут, возможно, противовирусные. Знаете, вот такие препараты. А антибиотик, может вариант такой, что нет. Его вам, скорее всего, и не назначат.
В вашем возрасте необходимо применять, особенно при невралгии лицевого нерва, необходима консультация врача. Я на себя не могу взять ответственность на рекомендации, которые связаны с лицевым нервом, потому что это чревато плохим самочувствием и так далее, особенно в формате обострения. Поэтому, пожалуйста, в неврологию, пожалуйста, пусть вам начинает помогать врач. Я не могу, к сожалению. Уважаемый Андрей Андреевич, прошу помощи вашей ученицы. Моему сыну 26. Когда он выходит на улицу, его тело покрывается красными пятнами, сыпью, все зудит. Это длится уже лет 5-6. Что это такое? Это холодовая невралгия. Это холодовая аллергия. Такая аллергия, она существует. Она действительно связана с тем, что человек, выходя на улицу, покрывается красными пятнами, его тело начинает зудеть и так далее. Это действительно такое есть. Это очень часто проявляется. Слава Богу, что проявляется таким образом, а не формирует там дополнительно сыпь какую-либо. Очень часто это все может привести к появлению сыпи. Каким образом это все можно лечить? Смотрите. Итак, первое, чем можно лечить. Берете обязательно солевые ванны. 3-4 столовых ложки соли на ванну, после чего ребенок принимает такую ванну, и когда из нее выходит, то ничем не обтирается, чтобы соль эта высохла на его теле. После этого обтирание его, лучше всего обтирание кожи рыбьим жиром, можно оливковым еще маслом, можно оливковым. При этом принимать вовнутрь раствор такой, который можно в домашних условиях приготовить. Каким образом? На 2 литра воды 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка соды. Принимать по стакану 2 раза в день на протяжении хотя бы 1 месяца. Это купирует у него вот такие проблемы, и в дальнейшем его беспокоить не будет. В случае, если сейчас есть обострение, возникшее от того, что происходит контакт с внешним миром и появляются псориатические бляшки или появляются такие уплотнения кожи, какой-либо разновидности псориаз, там бульбарный или плоскочешуйчатый или какой-либо еще, я могу посоветовать применение вот такого местного средства. Его необходимо сделать самостоятельно. Допустим, какое-нибудь из них может вот такое, смотрите. Первое средство. Берете то же самое, солевые ванны, то же самое применение обтирания маслом, но в местах, где есть псориатические бляшки, которые появляются, эти места можно определенным образом обрабатывать. Чем обрабатывать в случае, если поражение небольшое, неактивное? Первое, размягчить такие поражения можно в случае, если брать обычные кукурузные рыльца, заваривать 1 столовая ложка на стакан воды и прикладывать в виде таких примочек. Они станут меньше и в размерах, и станут мягкие, не будут очень воспаляться. И второе, в случае, если они маленькие, новые появляются, то можно выполнять или смазывать вот чем. Берется сырое яйцо, из сырого яйца берется белок. В этот белок добавляется, в холодный белок добавляется уксус столовый. Не виноградный, не яблочный, обычный столовый. Можно эссенция, что еще лучше. Ее купить нельзя, можно просто уксус столовый. 9% там, или какой идет, я не знаю. Когда вы будете добавлять уксус, мешайте, и вот это яйцо будет сворачиваться, и будет появляться такой творожок. Вот этот творог им необходимо смазывать, и его необходимо прикладывать к вот таким псориатическим бляшкам. Это действительно помогает. В день необходимо прикладывать 3-4 раза. В действительности уменьшается, в действительности очень помогает. Дай Бог, чтобы вам помогало это. И третий способ — это использование молока. Берется молоко, желательно свежее, не магазинное, и нагревается, и на 1 литр молока добавляется 3-4 лимона, тоже образуется творог, этот творог его снимают и прикладывают к месту поражения вот такими бляшками. Тоже хорошее средство при фурункулах и всем остальном.
Надеюсь, поможет. Вера Киріндясу. Добрий вечір, шановний Андрій Андрійович. Дякую, Вера. Так, Алина Баронова. Добрый вечер всем, уважаемые вебинары. Спасибо. Здравствуйте, участники. Здрасте. От всего сердца спасибо. Здоровья. Очень уважаю вас, Андрей Андреевич. Спасибо. Кулянда Истелуова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда ваши препараты появятся у вас в Казахстане, в Алмате? Делайте так. Покупайте у нас в офисе киевском или в интернет-магазине препараты, и мы вам отправляем к вам в Алмату. Зачем нам возить в Алмату и что-либо открывать? Это неправильный бизнес. Махно Алена, добрый вечер. А при изжоге что лучше принимать? Изжога — это уже принцип повышенной кислотности. Если при изжоге у вас, смотрите, печет во рту, может быть и пониженной кислотностью, потому что начинается рефлюксная болезнь. Но может быть и повышенной кислотностью. Смотрите, если это создается пониженной кислотностью, то тогда можно попринимать аскорбиновую кислоту. А если у вас повышенная кислотность, то можно попринимать наоборот. А что наоборот? Ну, допустим, 1 чайная ложка куркумы на стакан теплой воды. Дальше можно принимать отвар картофеля. Он снижает кислотность. Дальше чего нельзя кушать? Нельзя кушать. Можно лимонный сок с водой, он снижает кислотность. Да. Дальше молоко можно теплое, даже с добавлением меда. Повышает кислотность крахмалы, а также в случае, если продукты с крахмалами. Вот смотрите, картофель повышает кислотность, а свекла снижает кислотность. Вареные овощи, такие как свекла, морковь, они повышают кислотность. А крахмал тоже повышает кислотность, да? Как-то так. Альбина, благодарю вас, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может болеть левая лопатка? Она может болеть из-за невралгии. У нас сейчас как раз весной начинается невралгия, и очень часто болит как раз под ребром, потому что вас продувает. Продувает, потому что окна открыты, как летом, а сквозняки, из-за этого болит левая лопатка. Если уреплазмоз, антибиотики нельзя, как можно полечиться? Можно попробовать использовать лизоцим. Это препарат, натуральное вещество, которое синтезируется из белка, яичного белка, и его можно попринимать. Каким образом? У нас есть препарат, который называется лизам, есть препарат лизоцим, есть препарат желательно в таблетках или в капсулах, по 2 таблетки 3 раза в день. StepSmart. Я оплатила марафон, и мне на почту пришли 2 ключа без инструкции. Расскажите, когда и как ими пользоваться. Будьте добры, там указан номер телефона операторов. Связывайтесь, они вам помогут. Андрей Андреевич, у меня на ноге безымянного пальца левой руки полоска по всей длине, из-за которой ноготь постоянно ломается. Можно ли от нее избавиться? Да, можно использовать просто обычный лизоцим. Берете и этим лизоцимом смазываете. Очень эффективное средство. Есть такие продукты, которые производные редису. Это, допустим, редька, это редис, это дайкон, корень. Что необходимо делать? Натрите вот такой корень дайкон или редис, натрите и залейте горячей водой. После того, когда заварится, ну условно заварится, то совайте туда пальцы. Это в дальнейшем уберет вот такую полосу. Проверено, работает, смело используйте. Андрей Андреевич, как поднять гемоглобин? Смотрите, самый простой способ поднять гемоглобин, особенно у тех людей, которые
болеют онкологическими заболеваниями, проходят курсы химиотерапии и не могут никаким образом увеличить гемоглобин или увеличить эритроциты. Есть великолепный проверенный способ, вот что необходимо делать. Итак, первое, необходимо взять сок красной свеклы. Ее не варить, а просто сделать из сырой сок. Вот сколько сока, столько красного вина. Можно сладкого, можно кислого, не имеет значения, напополам. Принимать от столовой ложки, сколько сможете на протяжении дня. Это повысит гемоглобин, улучшит общее состояние. Способ проверенный, пользуйтесь. Очень хороший, кстати, способ. Многим помог. Не вижу, что вы пишете. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мой внук отстает от роста, как можно помочь? Необходимо давать препарат Трибулус, а также давать препараты кальция. Но препарат Трибулус 100% увеличит у него рост. Это тоже проверено. Вообще считается, в случае, если есть проблемы почек, то проблемы почек дают маленький рост. Если стимулировать работу почек, рост увеличивается. Я своему сыну в свое время давал препараты для почек. Это препарат Ренокс. Он его принимал несколько, наверное, месяцев 7. Ему на то время было 10 лет. Вот он уже до 11 лет перегнал всех в росте своих сверстников, хотя он у нас не был рослый, был маленький. И я могу сказать, что сейчас в возрасте 15 лет имеет почти 2 метра роста, без нарушений и всевозможных опухолей. В общем-то, здоровый, очень умный, грамотный мальчик. Поэтому принимайте препарат Ренокс, Цистонорм, принимайте препарат Прокмарти. Это все препараты для улучшения деятельности почек. На первое место ставьте Ренокс. По одной таблетке или по 2 таблетки 2 раза в день. Также кальций в виде препарата цитрокальцимин. 1 чайная ложка на стакан воды, желательно за 30 минут утром до приема пищи, либо 30 минут перед самым сном. 1 раз в день. У меня деформирующий ревматоидный полиартрит кистей после климакса. Чем можно облегчить его состояние? Спасибо за ответ, Наталья. Да, это очень частое явление и, по моему мнению, подвергается или можно это все вылечить. Каким образом? В случае, если вам назначили уже препараты, не отказывайтесь от препаратов, а принимайте их. Какие я могу советовать? В нашей компании есть первое. Местный препарат, называется он Arthridix спрей. Он очень убирает боль. Второе, препарат, который называется Arthridix в виде таблеток, 2 таблетки 3 раза в день. И препарат, прежде всего, который будет улучшать иммунитет. Есть целая такая монография, которая пишет о том, что препараты для улучшения иммунитета после климакса способствуют тому, чтобы у женщин в дальнейшем не развивался артрит или полиартрит. Это препарат, который называется у нас препарат бетулиновой кислоты и препарат кверцетина. Бетулиновая кислота и кверцетин по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Есть такие альтернативные способы лечения. Это, допустим, использование сульфасалазина. Вот есть рекомендации использовать такой препарат. Это проведение может быть даже химиотерапии с использованием препарата метотрексат. Это использование преднизолона или медрола или гидрокортизоновых вкалываний и так далее. Я могу сказать, что спектр помощи достаточно широкий и справиться с этим возможно. Happiness Joy. Добрый вечер. Где-то в течение 2 лет чешется спина, особенно в вечернее время, 55 лет. Чешется спина. Первые признаки сахарного диабета. Вот первые признаки прямо. Чешется спина, вагинальный зуд, частое появление воспалений крайней плоти у мужчин или воспалений вагинальных у женщин каких-либо половых губ. Это все является следствием. Частый герпес, кстати, это все является следствием сахарного диабета 2 типа. Как определяется сахарный диабет 2 типа? Сахарный диабет 2 типа определяется по наличию инсулина в крови. Даже небольшое увеличение количества инсулина в крови свидетельствует о том, что вы болеете сахарным диабетом 2 типа. При этом высокая глюкоза или низкая глюкоза уже не так важно. Индекс НОМа еще может показать на то, что вы болеете сахарным диабетом 2 типа. А вот пониженная глюкоза или глюкоза в норме не является показателями сахарного диабета 2 типа.
Как лечится сахарный диабет второго типа? На первое место необходимо ставить все-таки знание того, что очень низкая физическая активность, очень малое количество дыхательных циклов на протяжении дня. Есть целые исследования, которые утверждают, что люди, у которых сахарный диабет второго типа, их дыхание уменьшается. То есть если у ребенка на протяжении минуты может быть от 90 дыхательных циклов и выше, то у человека здорового мужчины, там 45-50 лет, как я, циклов этих может быть 60-70 в спокойном состоянии, то у человека, который болеет сахарным диабетом, количество дыхательных циклов может уменьшаться до 50-60. Такое тяжелое дыхание. Вот это тяжелое дыхание, оно и приводит в дальнейшем, как один из, наверное, парадоксальных, исследований, говорится о том, что да, действительно у людей, у которых есть заболевание сахарный диабет второго типа, количество дыхательных циклов уменьшается. И дальше дается объяснение. Одно из них — это угнетение центральной нервной системы, что действительно происходит в случае, если у человека постоянные там стрессы, переживания там, и так далее. Это в свою очередь там, или это на фоне, допустим, использования препаратов от гипертонии с адреноблокирующими свойствами или там вазодилататоров, которые расширяют сосуды и так далее. Или это на фоне атеросклероза происходит, но как бы эффект один. У человека снижается дыхательные циклы. И один из рекомендуемых методов, которые могут помочь человеку справиться с вот такими заболеваниями, это увеличение дыхательных циклов. Каким образом? Человек должен засекать время и делать от 80 до 90 дыхательных циклов на протяжении 1 минуты. То есть он засекает время 1 минуту и начинает отсчитывать 90 циклов или 80 циклов минимально, но еще лучше больше дыхательных циклов вдохов и выдохов, ну как бы не задыхаясь, и это должно быть легко и свободно. Таким образом, как ни странно, это улучшает состояние и сосудов, и уменьшает вес, и улучшает состояние здоровья и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, вот таким образом. Поэтому чешется спина, начните с активного дыхания. Именно дыхание без нагрузок, естественное дыхание перед телевизором. То есть мы можем сейчас попробовать оценить мое дыхание. Вот я в нормальном состоянии, засекаю сейчас время, и мы можем сейчас посчитать, сколько вдохов и выдохов вы совершите в течение 1 минуты. В норме у человека, который не возбужден, не эмоционирует, не имеет стресса, это от 60 должно быть, ну максимально это должно быть у него 90. Ну 90 это уже очень много. 60, ну пусть 90. В случае, если количество дыхательных циклов меньше и дыхание более тяжелое, это говорит о том, что давайте мы засечем и попробуем посчитать, сколько у нас дыхательных циклов в свободном состоянии. Ну и начнем. Просто дышим и считаем. Так, стоп. Неправильно я вам все сказал. Неправильно. Смотрите. У ребенка количество дыхательных циклов на протяжении 1 минуты от 20 до 60 может быть. А у человека здорового должно быть от 20
и до 25, а у человека, который болеет сахарным диабетом, 12 и даже меньше. 16 это уже критическая норма. В случае, если 20, это хорошо. Таким образом, чуть-чуть спутал саму тему, но сам факт теперь будем знать. Валентина Коленская. Огромное спасибо за ответ по невралгии. Скажите, пожалуйста, почему болит правая лопатка? Как можно полечить? Правая лопатка это тоже может быть невралгия. Но, как правило, все вот эти проблемы, которые связаны с левой лопаткой, с правой лопаткой, они лечатся после применения обычного массажа. Обычно все вот эти проблемы, это боль такая уже эродирующая и обычно связана с проблемами позвоночника. Ну а массаж решает эти проблемы. Баночный, медовый, обычный массаж. Пусть вам кто-то поделает массаж, и эти проблемы будут решены. 1 раз в неделю, 2 раза в неделю. Добрый вечер. Чем вылечить плечевой периартрит? Плечевой периартрит можно попробовать, устранить боль можно попробовать, натирая, как ни странно, не камфорным спиртом, который нагревает, а нашатырным спиртом, который охлаждает. Нашатырный спирт может устранять количество молочной кислоты, которая даже в суставе находится. И мочевая кислота, молочная кислота, кальциево-фосфорные кислоты, какие-либо еще кислоты, они мешают формировать и как бы создавать синовиальную жидкость, коллаген, эластин. И аммиак, прикладывая, улучшает общее состояние. Вот очень хорошие такие способы есть. Это использование при бурсите, при периартрите, использование обычной мочи, домашней, утренней. Но ее прикладывают в виде вот такого компресса. Но только в случае, если у человека повышена мочевая кислота или повышена молочная кислота. Таким образом это улучшит состояние, но не всегда у человека есть такие проблемы. Виолетта. Андрей Андреевич, я сделала проверку увеличенных шейных лимфоузлов, как вы мне посоветовали. И мне сказали, что это низкое положение миндалин мозжечка. Что это значит? Не знаю. Не знаю. Смотрите, если увеличены шейные лимфоузлы, то необходимо сделать исследование щитовидной железы, а также проверить или сделать анализ крови, это ТТГ, Т4, Т3, АТТПО. И после этого посмотреть, нет ли у вас вообще формирующейся или уже в виде диагноза какого-либо заболевания щитовидной железы. У моей мамы на ногах ноги красные, на них пузырчатка. И сейчас оттуда вытекает жидкость, как слеза. Начали антибиотики ставить, чем можно остановить эту течь с ног. Необходимо сейчас прямо проверить сахарный диабет 2 типа. То есть необходимо проверить и провести исследования. Какие исследования необходимы? Это, ну, прежде всего, инсулин, дальше глюкоза, это индекс НОМа и доплероскопия или доплерография конечностей. Здрасте, на лице. Что я хочу посоветовать? Маме ни в коем случае никакой глюкозы. Дальше ничем не намазывать. Течь такую очень быстро убрать, если ноги натирать обычной соленой ропой. То есть брать солевой такой компресс и даже не компресс, а развести много соли в воде и вот такой солью помыть ноги. Не обтирать, ничего не нужно. И аккуратно, потому что когда ноги все время влажные, может увеличиваться травматичность. Это может быть лимфостаз. Вера Отрохова. Влад, при чтении лежа падает зрение. Не обязательно. Зрение очень падает от того, что истощена нервная система. Рита Метеленко. От того, что человек лежит,
Он ни хуже не делает, ни лучше. Это то, что говорят при чтении лежа падает зрение, по моему мнению, выдумки, заблуждения. Рита Метеленко. На лице у внука Миши пятна постоянно увеличиваются. Врачи диагноз поставить не могут, анализы в норме. Начали давать серебро. Чем еще полечить? Я сегодня говорил, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка соды на 2 литра воды. Давайте ему там четверть стакана, там, можно меньше, на протяжении дня 2 раза. И вот такое проявление в виде пятен закончится. Happiness Joy. У меня встречный вопрос, как остановить рост у подростка. Давать калий, содержащие препараты. Калий, содержащие препараты, остановят рост. Это наш препарат Уролиз или Манкулит. По 1 чайной ложке 1 или даже 2 раза в день. Добрый вечер. Что делать при гипертиреозе? При гипертиреозе необходимо принимать йод, содержащие препараты. Из йод, содержащих препаратов в нашей компании есть Йодикс препарат. Можно его принимать. Великолепный препарат в большой дозировке. Выбирайте самую большую дозировку, принимаете 1 месяц. После проведенного лечения еще раз измеряете тиреотропный гормон и смотрите дальше, продолжать вам такой курс лечения или нет. Гипертиреоз. Что делать при не гипо, а гипер, да? Смотрите, при гипертиреозе, гипертиреоз является заболеванием, которое связано с психикой. Обычно это связано с тем, что у человека очень расшатана нервная система. То есть такое возникает на фоне стрессов, наоборот, чрезвычайного употребления йода, может формироваться при энцефалопатии печеночной, при энцефалопатии после мозга при перенесенном вирусном заболевании и лечится 2 препаратами. Это препараты успокаивающего действия в нашей компании, это Серонтал и Поставид по 1 таблетке 2 или даже 3 раза в день. И препараты для улучшения иммунитета, это препарат, допустим, может быть бетулиновая кислота или бетулин. Здравствуйте, что делать, если постоянно мерзнут руки? Необходимо, вот очень хороший есть способ использования мумиё. Берете мумиё, принимаете его по 2 таблетки 2 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Сейчас на улице есть прохладная, тяжелая погода. То есть сейчас холодает, постоянно сквозняки. Постоянно появляются воспалительные процессы, невралгии всевозможные. Каким образом и что в нашем рационе питания способно это все устранить или изменить? Ну что ж, существует 2 вида липопротеидов. Это первый вид, это то, что мы получаем с животным жиром, и то, что мы получаем в виде некого запасного жира. Вот этот запасной, он очень важен для иммунитета. Где этот запасной жир берется? Обычно он берется из ядер злаковых, то есть это семена льна, это льняное масло, или это пшеничное масло, подсолнечное масло и так далее. Также это масло, сделанное из продуктов молочных, это сливочное масло, так как в сливочном масле находится токоферол. И это омега-3. То есть это важно для нашего иммунитета в зимние часы. Поэтому сейчас обязательно принимайте подсолнечное масло, оливковое, льняное масло. Принимайте омега-3 препарат. Принимайте витамин К. Принимайте даже в небольшом количестве витамин А, токоферол. И начните принимать витамин омега-3. Или омега-3, 6,9. Хотя я считаю, есть такие исследования, которые говорят, что нельзя принимать омега-3, 6,9 одновременно, потому что это разные комплексы и так далее. По моему мнению, это все, мое мнение все равно, по моему мнению, одно и то же. Я не особо, может быть, компетентен.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Все, о чем хотела узнать, прозвучало. Кровь в желудок. Супер. Неля Пономаренко. Спасибо. Низкая температура. Что делать? Принимайте мумиё при низкой температуре. Любые иммуностимулирующие препараты. Иммуностимулирующие препараты — это прополис, это мумиё. Они натуральные, совершенно безопасные. Можно принимать долго. Я уже когда-то говорил. Есть такой курс лечения. Если на протяжении 1-2 месяцев перед сном принимать 1, 2 или 3 болюса мумиё, запивая водой, то в дальнейшем исчезают заболевания вирусов. То есть вы на протяжении года будете запасены таким количеством, наверное, иммунитета, что его будет достаточно для того, чтобы быть здоровым. Что дает человеку подкожный жир? Подкожный жир у человека очень часто является иммунитетом. Он является нашим иммунитетом, серьезно. И вот этот жир, который важен для иммунитета, он может появиться только если человек принимает сливочное масло, омега-3 или масло любых злаковых растений. Вот таким образом. Поэтому на это обращать внимание необходимо. Вот сейчас, особенно осенью. Добрый вечер. У дочери прогрессирует близорукость, уже -9. Любая прогрессирующая близорукость, по моему мнению, это истощение психической нервной системы. То есть, если ребенку начать давать препараты, которые, первое, восстановят циркадные ритмы, это мелатонин. На ночь 1 таблетка, самую маленькую дозировку. Второе, L-триптофан, по 1 таблетке 2 раза в день. Он является прекурсором нашего дофамина и нашего серотонина. Третье, любые седативные препараты. Магний, обязательно магний, можно магний D3, но не магний, кальций D3. Потому что лучше давать просто магний. У нас есть цитрат магния, вот его пусть принимает. Магния цитрат, потому что очень часто магний является антагонистом кальция, кальций является антагонистом магния, и люди обычно говорят: Андрей Андреевич, это как же мы и кальций, и магний, они же антагонисты. Вся особенность заключается вот в чем. Их нельзя только одновременно, а в разное время можно, потому что в разное время они по-разному усваиваются, а в одно время один может повлиять на неусвоение другого, так как организм вынужден будет выбирать, как усваивать первый или как усваивать второй, выбирая приоритет для себя. Именно поэтому их одновременно не нужно принимать, а в раздельности на протяжении 2 часов первый, и после этого через 2 часа второй можно. Итак, для того, чтобы восстановить психическую нервную деятельность, восстановить и сон ребенку, далее должна быть обязательно перед самым сном активность физическая, это 10-30 приседаний. Для чего? Я уже об этом рассказывал. Должна появиться в крови молочная кислота. Молочная кислота становится или вступает в реакцию и становится лактодегидрогеназой, фактически превращаясь или восстанавливаясь нашими почками и печенью в углеводы или в глюкозу, которая очень полезна нашему мозгу. Это прямо мега круто. Также заканчивать перед сном давать ребенку молочко или с медом. Зачем? Это тоже лактат дегидрогеназа с активной глюкозой. И вот такая глюкоза на ночь восстанавливает мозг. Но такая глюкоза с утра вредит мозгам. Поэтому на ночь да, утром нет. Я уже об этом рассказывал. Если человек начинает чуть-чуть принимать глюкозы с молоком на ночь, он восстанавливает мозги. Детям это очень полезно. Я стараюсь, чтобы у наших детей на ночь было молоко с медом в небольшом количестве, прямо перед самым сном. Не нужно бояться, не нарушается ни эмаль зубов, не повышается, не понижается кислотность, дети не поправляются, но наоборот, сон улучшается, засыпание улучшается, все утром хорошо просыпаются. Есть по поводу этого ряд исследований. Здрасте, как принимать мумиё? Обязательно растворять в воде или пить целиком? Не нужно растворять в воде, можно принимать не растворяя. Мумиё является лучшим средством лечения лишая. Берете с водичкой, смешали, и место, где лишай, вот этим раствором смазали.
Махно Алена, здрасте. При рисунке варикозном на ногах чем можно помочь? Не болят, но выражены вены и сетка венозная. Это обычно недостаток витамина К2. Поэтому прием препаратов витамина К2 сможет устранить проблему. Какие вообще сейчас необходимы человеку препараты? Вообще в осеннее время человеку необходимы следующие витамины. Первое это токоферол, второе это омега-3, третье это тиамин, четвертое, почему тиамин? Сейчас у всех практически поголовно проблемы с суставами, это артрозы, гонартрозы, с позвоночником то же самое, листозы, протрузии, грыжи Шморля. И этому всему поможет витамин В1. В1 тиамин способствует формированию коллагена и эластина, влияет на формирование синовиальной жидкости в суставе, влияет на упругость, эластичность дермы и так далее. То есть это как раз то, что сейчас необходимо. Витамин В1 у нас продается отдельно, то есть его можно принимать прямо отдельно. Естественно, сейчас очень хорошо В7, это витамин биотин, потому что он участвует в то же самое, участвует в синтезу коллагена и эластина, улучшает общее состояние кожи, является веществом, ускоряющим метаболизм в организме, улучшает общий иммунитет, тоже у нас продается биотин. Это фолиевая кислота, которая участвует в поддержке нашего слизистых оболочек, которые очень часто во время осени воспаляются. Именно поэтому фолиевая кислота поможет оболочке хранить в норме и выработает иммунитет, адаптацию к похолоданию и устранит такие проблемы, как там слезотечение или там отит, который вызывает дополнительный холод. Ну вот таким образом. Татьяна Лавринович. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как лучше лечиться от рака желчного пузыря? Не нужно лечиться от рака желчного пузыря. Необходимо в случае, если опухоль, она идентифицируется, в случае, если опухоль не мутирует, в случае, если опухоль имеет там яркий или четкий контур, как бы капсулированная опухоль, то ее необходимо, в случае, если она не проникла в ткани соседних органов, то это оперативно удаляется совместно с окружающими тканями. В случае, если опухоль проникает или имеет там проникновение куда-либо, то проводится определенная терапия. То есть, как правило, это выбирается определенная химиотерапия, на которую влияет эта химиотерапия влияет на опухоль, она уменьшается в размерах, следят за самочувствием человека. После того, когда опухоль начинает уменьшаться, после чего удаляют ее все равно. И я считаю, что удалять опухоль рано или поздно все равно придется. Хоть я так вас понимаю, как человек, который это тоже прошел. Это тоже прошел, потому что были и химиотерапии, и были операции, и там удаленные органы, и все как не положено, но как возможно. Лариса Михальский-Шерт. Андрей Андреевич, не имеет средний палец, иногда указательный на правой руке, когда лежу или сижу, колет как иголкой по всей поверхности пальцев, плохо сгибаются и разгибаются по утрам. Проблема, связанная с позвоночником. Необходимы массажи. Да, необходимы массажи, это токопроводность. Какие препараты необходимо принимать, чтобы улучшить такую токопроводность? Первое, это препараты цинка, обычный цинк. Дальше цинк, селен хорошо попринимать. Дальше альфа-липоевая кислота. Дальше вертебрализовая мазь, препарат вертебрализ. Кальций, потому что именно кальций участвует в передаче этих импульсов. Здравствуйте, Андрей Андреевич, большое вам спасибо, вы супер, вы лучший. Нет, не лучший, не супер, нет. Нет, все мы обычные люди, ничего страшного. Такое дело, знаете, кто-то знает что-то свое, я знаю там что-то свое. Я же я не клинический врач сейчас, практически медицина уже осталась как хобби.
Единственное, это вот память каких-то, может быть, и курсов обучающих, там, все-таки за плечами опыт работы большой к радости. И, конечно, много всего пережито. Но опять-таки, во всем не можешь быть специалистом, что-то забывается, что-то помнится. Да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Фолиевую кислоту можно принимать постоянно или с перерывами? Совершенно безопасная для человека кислота. Фолиевая кислота, если ее принимать, является уникальным средством по снижению веса. Я вообще считаю, что женщинам, которые худеют, необходимо знать, что ей нужно биотин, фолиевая кислота и витамин В1 и К2. Почему К2? В случае, если его мало, появляются темные пятна на ногах, вроде как синяки. На самом деле это К2 витамина не хватает. Фолиевая кислота. Если женщина от воздуха поправляется, это говорит о том, что ей необходима фолиевая кислота. Потому что фолиевая кислота участвует в расщеплении жиров, увеличению оксидантного действия, антиоксидантного действия, увеличению обмена веществ. Ну и B1, потому что очень часто у женщин есть проблемы с слизистой оболочкой желудка, потому что женщины более часто то худеют, то недоедают, то голодают, то еще что делают. И это все приводит в дальнейшем появлению эрозии, воспаления слизистой оболочки. А витамин В1 как раз и участвует в восстановлении слизистой оболочки, восстановлении кожи. И это все можно в любое время принимать. Вот есть книга, которая называется «Биохимия», называется «Биоантиоксиданты». Была написана она, по-моему, в 1987 году. Главный редактор был Левченко. И там целый обзор на то время всех идей, там, последних этих новостей. И там вот как раз пишется о презентации докторской работы целые группы исследователей, которые там утверждают, что по тем исследованиям, которые проводились тогда в разных местах мира, было доказано, что ряд витаминов, которые человеку можно давать дополнительно, никаким образом, как считалось раньше, не вредят человеку. То есть сколько угодно можно принимать аскорбиновую кислоту, сколько угодно можно принимать B1. Минус только в токофероле. Его сколько угодно нельзя принимать, потому что он может влиять на уменьшение гепатоцитов в печени, что может приводить к жировому гепатозу. Но это тоже там много-мало, знаете, это такое понятие растяжимое. Там много это когда 1 грамм на там 30 граммов веса мышки, знаете, и там это на протяжении года, и это привело там к жировому гепатозу. А если человек, это что, на 100 килограмм мне, как мышки, это необходимо принимать 10 килограммов этого витамина, ну послушайте, ну это ж, ну вот вообще ерунда. Можно ли принимать постоянно? Можно принимать. Махно Алена, кистосеменного канатика, маленького мальчики 7 лет, маленькая рассосать. Можно, да. Каким образом это делается? Есть народный способ, он 100% проверен. Такие проблемы были уже у моих знакомых, и я им это советовал. Это питье обычного мускатного ореха. 1 чайная ложка мускатного ореха заливается кипятком 1 стаканом, дается ребенку 1 стакан за раз или на протяжении дня, на протяжении 1 месяца. Также наливается водичка холодная в тазик, и вот он должен так сесть, стать туда ногами в холодную водичку в тазик, и так сесть, чтобы яичками дотронуться до этой воды несколько раз, как бы охладить таким образом. Вот такие приседания. Или просто потопать, высоко поднимая ножки в ванной, но обязательно в холодной воде. Делать это необходимо 30 дней. Проверено, помогает. Также увеличить прием сливочного масла, сметаны, дальше что там еще, сгущенного молока в вечернее время. Это все действует на семенной канатик. Ну и, собственно, на формирование полового аппарата ребенка. Татьяна Гилета. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Внуку 6 полных лет. 27 ноября будет 7. Аустические стимы не ведет диалог. Если можете, скажите, восстановится ли Богдан? Ну, нет.
Ну нет, если не лечить его никаким образом, то никак и не восстановится. То есть если ждать до 7 лет и сейчас нет какой-то вот четкой позиции, как его лечить, то ничего не произойдет. Необходимо лечение. Каким или в чем заключается лечение? Первое, помните, я рассказывал, необходимо сдать на наличие у ребенка аммиака в плазме крови. Если аммиак высокий, то начинать принимать препараты по моей рекомендации, которые я там советую. Это гипакс, это инуло, как он там называется, инулактин и так далее. То есть вот целый курс лечения. Есть же семинар такой, я записал его, вот прошлый можете семинар послушать, связанный там как раз с аутистическим спектром, где я рассказываю об этой теории и говорю о том, каким образом сейчас необходимо использовать там вот эти препараты мои. Правда хорошие препараты, правда есть результаты, но лечить нужно ну минимально нужно лечить хотя бы 1,5-2 года. Но эффект есть. Эффект есть, и я это вот прям вижу по своим близким. У нас была девочка Вика,